Сегодня в выпуске Чонгук проявил щедрость в борьбе с бедствием, а Джин пробует себя в фехтовании. Шуга впервые за долгие месяцы появился на публике, а Джей Хоуп объединится с Лувром. В то же время большая часть участников BTS попала в топ-20 рейтинга репутации. Рекорды победы и достижения у Дженнин, Микс, Бомгю из TXT и не только. Фото и прочая красота при участии I-Elite, Чан Вонён, G-Dragon и Лисы. RTMS отложили выход сингла, а Seventeen пожертвовали огромную сумму денег пострадавшим людям. Участник Epic High спас человека, а друзья покойного Монбина выпустят песню в память о нем. From S9 получили права на свое имя, участник Monsta X попал под огонь критики, а фанаты New Jeans пригнали грузовик к зданию Hype. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-pop News номер 239. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма ниже комментарии. Donation Alert, ссылка в описании для тех, кто хочет помочь единоразово, Boosty для тех, кому нужен ранний доступ, дополнительный контент и кто желает помогать постоянно выходу роликов, защитный баннер на экране, что-то защищает от кого-то, пускай висит. Мне нравится. И, как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали. Итак, протестные грузовики. Сегодня у нас только один, но зато какой. Он был пригнан к зданию Hype для того, чтобы сказать что-то про New Jeans. Давайте подробнее. Фракция фэндома New Jeans начала протест с помощью грузовика возле штаб-квартиры Hype, призывая к примирению между женской группой и ее агентством A-Door. Утром 27 марта некоторые члены фан-базы New Jeans NGZ, известной как Bunnies, припарковали грузовик перед зданием Hype в районе Йонсан, Сеул. Протестующие призывают положить конец конфликту и начать открытый диалог с A-Door. На экранах были такие сообщения, как: «Упрямые родители, дети в суде. Для кого на самом деле этот иск? Все 11 запретов удовлетворены. Что вы будете делать в главном судебном разбирательстве? Битва, в которой вы не можете победить. Астрономические штрафы и убытки. Проснитесь!» «Баннис уважает New Jeans, но мы не можем позволить им пойти по опасному пути». И другие. Протестующие фанаты, которые идентифицировали себя как отдельную группу от Team Bunnies, заявили, цитата: «Основной иск апелляции процесса в Верховном суде займут не менее 3 лет. Если они проиграют, то 5 участников будут нести штрафы в одиночку. Все 11 судебных запретов были вынесены в пользу A-Door. Это создает плохой прецедент для основного дела. Мы хотим показать участницам, что есть и другие решения». Этот протест возник из-за судебной тяжбы между New Jeans и Hype A-Door. Пересказывать не буду. Корейские пользователи сети отреагировали на новость комментарии. «Не думаю, что это отправили фанаты. Они должны просто заплатить штраф и уйти. Но фанаты не присылали это, ха-ха-ха. Это от фанатов от Джум. Это настоящие фанаты. Слишком поздно, но они правы. New Jeans уже превратились в айдол-агрессоров, они не могут вернуться назад от этого. Мне просто жаль обычных фанатов. Мне нравятся подписи, жаль фанатов, конечно, слишком поздно. Чем они занимались весь год?» Ну и многие другие комментарии. Что вы думаете, пишите в комментариях. Мне говорили, что такой грузовик, могу ошибаться, но стоит даже не 10 тысяч долларов пригнать, а гораздо больше. Может быть 10 тысяч. В общем, недешево, поэтому фанаты, видимо, скинулись или не скинулись. Да, какая разница. Уже понятно, что как раньше не будет. И двигаемся дальше. Участник Monsta X попал под огонь критики за слухи про отношения. Ну а что же вы еще думали? Давайте подробней. Мин Хёк из Monsta X оказался втянут в слухи об отношениях после того, как фанаты увидели фотографии в социальных сетях, опубликованные его предполагаемой девушкой. Но вы же знаете, предположение равно вали из индустрии. Возможно, эта рубрика «Фанаты зажрались». Он столкнулся с негативной реакцией, однако она связана не с самим фактом отношений, а его предполагаемым безразличием к фанатам. Раздражение возросло, когда фанаты узнали, что его предполагаемая девушка сопровождала его в Пусан, пока он снимал контент для Monsta X. Один фанат объяснил: «А что насчет того раза, когда ему пришлось ехать в Пусан одному в качестве наказания для Mon Must Go On? Но вместо этого он поехал со своей девушкой, и они провели ночь вместе. Или как они путешествовали в Японию больше недели во время лунного Нового года, отложив возвращение до дня, предшествующего расписанию для недели моды, А как насчет удаленной фотографии кальбитана, суп из говяжьих ребрышек, потому что на снимке была видна рука, Поклонники также обнаружили фотографии, которые его предполагаемая девушка опубликовала, когда они посетили ресторан шеф-повара Culinary Class Во Лим Тэ Хуна. Сначала фанаты думали, что Мин Хёк посетил ресторан с Кихёном, но обвинили его в том, что он привел свою девушку. Другой фанат поделился снимками в соцсетях, написал: «Публикую это, потому что я чертовски зол на его наглую девушку. Мин Хёк, мы думали, что ты пошел только с Кихёном, но полагаю, это не так. Можешь объяснить, что она имеет в виду под группой из 3 в Париже?» Многие фанаты используют социальные сети и различные онлайн-сообщества, чтобы выразить свое разочарование. Слухи о романе продолжают распространяться, фанаты становятся все более злыми и разочарованными в Мин Хёке. Еще не... О боже мой, тут целая стена, я только пару комментариев прочитаю, но вы догадаетесь, о чем они.
Привести девушку на съемочную площадку — это что-то новое. Получается, она знала его 12 лет, но они только недавно начали встречаться. До этого у него была другая девушка. Это не первый раз, когда участников Monsta X ловят на отношениях, но фанаты расстроены тем, что он не работает. Он сосредоточен только на свиданиях. Я думаю, он раньше проводил лайв в баблу своей девушки, лол. Никто и не говорит, что они могут встречаться в свои 30 лет, но не могли бы они, пожалуйста, перестать встречаться с девушками, ищущими внимания? Или, по крайней мере, держать все под контролем? Им уже не 20, но они все еще не разбираются в людях и не могут разделить личную и профессиональную жизнь. Это, честно говоря, разочаровывает. Минхёк сейчас за 30, конечно, он может встречаться, но иметь девушку, которая тебе хвастается, это просто раздражает, просто будьте осмотрительны в этом. Честно говоря, МонББ даже не удивлены этим, это не в первый раз, что действительно сводит всех с ума. Так это полное отсутствие уважения к фанатам и многое другое. Но вы там слышали, что Минхёк, ты чё попутал? Ты вместо работы личную жизнь свою строишь? Ты что, хочешь счастья, семьи? Ты собственность фанатов. Большинство из нас, кто пишет это в комментариях, даже копейки не заплатили за твою музыку, слушают ее бесплатно, так что холоп, давай метнись-ка поработай. Примерно так я вижу эти комментарии. Как видите, вы их пишите в комментариях под этим видео. Это рубрика «Фанаты зажрались». Дождались мы этой рубрики, не то чтобы я ее ждал очень сильно, но... Думаю, тут очень очевидное отношение к айдолу, просто как к какому-то расходнику, куску мяса и, не знаю, клоуну. Печально, но знаете что, самое обидное, ничего нового. Мы таких новостей с вами уже за 100 видели и ничего. Поэтому Минхёку, конечно, крепкого ментального здоровья, не обращать внимания на поехавших, но когда так много пишут, даже те, кто называют себя фанатами, ну, тут, конечно, испытание для нервов. Что сказать. Не будьте такими, как эти комментаторы, и не мешайте людям жить. Двигаемся дальше. Пару выпусков назад Fromis 9 могли потерять право на свое имя, но вроде бы обрели его. Давайте подробней. Сон Хайон, Пак Дживон, Ли Nagyон, Ли Чион и Бэк Джихон продолжат продвигаться как группа под названием Fromis 9. 27 марта новое агентство Fromis 9 ASND объявило: недавно мы гладко завершили переговоры с Pledis Entertainment и добавили: это значимый результат является сочетанием вдумчивости Pledis, которые искренне поддерживают будущее участниц, и страсти ASND. Компания продолжила: благодаря возможности сохранить название Fromis 9 была заложена основа для музыкального роста Сон Хайон, Пак Дживон, Ли Nagyон, Ли Чион и Бэк Джихон. Мы готовим новые проекты и выступления, чтобы встретиться с фанатами. Просим вашего теплого интереса и привязанности, поскольку Fromis 9 отправляются в новое путешествие. Вместе с этим объявлением компания выпустила новые фотографии, профили участниц, ну вот они были вам представлены на экране. Созданная в результате шоу на выживание группа Idol School дебютировала в 2018 году и находилась под управлением Pledis Entertainment с 2021 года. В ноябре прошлого года Pledis Entertainment объявили, что все участницы группы покинут агентство после 31 декабря. Ну что ж, по-прежнему красавицы, будем надеяться, что все у них будет хорошо, главное, что название они получили свое и имеют право его использовать. Потому что с новым было бы тяжелее. И двигаемся дальше. Следующая новость у нас связана с покойным участником группы Астра Мунбином. Его друзья хотят сделать что-то прекрасное, давайте подробней. По сообщению СМИ, 27 марта в апреле выйдет памятная песня в честь покойного участника Астра Мунбина. Говорят, что в проекте приняли участие его самые близкие друзья и семья, включая участников группы Чайну, МД, Джин и Санха, его сестру Монсуа, а также его друзей, среди которых Сынкван и DK17, Синби из VVZ и другие. В прошлом году, в первую годовщину со дня ухода Мунбина, участник Астра Джин выпустил специальный сингл Fly. Сынкван из Seventeen представил сингл Dandelion, а Чайну записал кавер на Stalker от 10cm. Каждый из них по-своему почтил его память. Сообщается, что Чайну взял на себя инициативу по объединению артистов для этого проекта. Многие коллеги присоединились к проекту с искренним желанием почтить память Мунбина. Памятный сингл выйдет в апреле. Фанаты также продолжают выражать свою любовь к Мунбину. Его поклонники установили большой цифровой билборд возле станции Чондам рядом с офисом агентства Fantasia. Мунбин трагически ушел из жизни в возрасте 25 лет 19 апреля 2023 года. Его внезапный уход стал большим потрясением и глубокой утратой для индустрии развлечений и множества поклонников. Конечно, новость снова напоминает нам о печальных событиях, но жизнь продолжается. Как видите, люди помнят артиста и в честь него выпустят песню, что прекрасно. И как только выйдет, так послушаем. Двигаемся дальше. Группа Epic High. Участники этого коллектива вдохновили многих артистов, в том числе даже, насколько я помню, кого-то из участников BTS. Но, оказывается, не только этим они хороши, вот Тукац человека спас, давайте подробней. 27 марта стало известно, что диджей Тукац, участник группы Epic High, остановил жестокое нападение на охранника, произошедшее в одном из жилых комплексов в районе Каннам. Инцидент произошел в январе. По данным JTBC, 60-летний охранник попытался остановить доставщика еды, въехавшего на мотоцикле в жилую зону, где это запрещено. В ответ курьер начал избивать охранника, нанося удары кулаками и ногами. Один из жильцов попытался остановить нападавшего, но тот продолжал избиение, а затем скрылся с места происшествия.
Пострадавший получил серьезные травмы лица, из-за которых был вынужден приостановить работу. Позже выяснилось, что тем самым жильцом оказался диджей Тукац. Артист лично рассказал об этом в недавнем выпуске на YouTube, показав фрагмент новостного сюжета и отметив: «Я же в новостях появился». После выхода видео пользователи сети начали массово призывать наградить диджей Тукац званием «Храбрый гражданин» за его отвагу. Тут главный вопрос, опять же, поступок прекрасный, молодец. Тут, конечно, есть нюансы, там можно вмешаться и стать еще и виновным, но все в этом плане хорошо закончилось. Вопрос к курьеру: а зачем нападать на старика? Тоже непонятно. Неужели нельзя просто было мопед или машину перепарковать и принести эту коробку с пиццей спокойно в чью-то квартиру? Правда, мы тут уже не узнаем, почему такая была мотивация у нападавшего. Будем надеяться, что охранник в порядке, жив-здоров. И Тукац, конечно же, молодец. Двигаемся дальше. Seventeen жертвует много денег жертвам недавних пожаров. Давайте подробней. 27 марта благотворительная организация Hope Bridge, Национальная ассоциация помощи при стихийных бедствиях, сообщила, что Seventeen пожертвовали 1 миллиард вон на поддержку пострадавших от лесных пожаров в Ульсане, Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. Участники Seventeen передали: «Мы надеемся, что наша помощь хотя бы немного облегчит боль жителей, пострадавших от пожаров», выразив искренние соболезнования и слова утешения. Это пожертвование особенно важно на фоне крупнейшего пожара, который, по данным Центрального штаба ПЧС, стал самым разрушительным в истории. Погибли 26 человек, еще 8 получили серьезные ранения и 22 легкие. Особенно сильно пострадала провинция Кёнсан-Пукто, где число погибших составляло 22 человека, а площадь пострадавшей территории превысила 36 тысяч гектаров, более чем на 10 тысяч гектаров больше, чем при катастрофичных пожарах на восточном побережье в 2000 году. Пожары до сих пор не полностью ликвидированы, и жители остаются в тревоге. Более 37 тысяч человек были эвакуированы, и 16,5 тысяч до сих пор не могут вернуться домой. Генсекретарь Hope Bridge Син Хун отметил: «Мы искренне благодарим участников Seventeen за их теплый жест. Все пожертвования будут использованы прозрачно и быстро, чтобы помочь пострадавшим вернуться к обычной жизни». Опять же, прекрасный поступок, молодцы, нечего добавить. Печально, конечно, что происходят такие события. Жаль, что погибли люди. Это грустно. Но хорошо, что мир не без добрых людей, те, у кого есть все, по большей части, не жалеют и делятся с теми, у кого сейчас нет ничего и даже стало, возможно, меньше. Двигаемся дальше. Далее у нас G-Dragon и его двойная щедрость. К новости. G-Dragon недавно удивил жителей района, находящегося рядом с местом проведения концерта, своим неожиданным поступком. G-Dragon, сейчас проверим дату, начал свое мировое турне, выступив на Goyang Stadium 29 и 30 числа. Недавно в онлайн-сообществе внимание привлек сертификат от жителей, проживающих рядом с концертным залом, в котором отмечалось, что G-Dragon подарил им комплект предоплаченных 20-литровых пакетов, выражая благодарность за понимание. На опубликованной фотографии видно сообщение: G-Dragon 2025 World Tour in Korea при поддержке Coupang Play пройдет на Goyang Stadium, благодарим за понимание и сотрудничество. Но его щедрость на этом не закончилась. Он также объявил, что 300 миллионов корейских вон выручки с концерта будут направлены на восстановление после лесных пожаров. Через свое агентство Galaxy Corporation G-Dragon выразил надежду, что все, кто потерял дом из-за неожиданного бедствия, получат поддержку для исцеления. И я искренне надеюсь на скорейшее восстановление. Хочу выразить глубокую благодарность пожарным, которые продолжают бороться с последствиями бедствия и помогать пострадавшим в районе. Кроме того, фонд Just Peace Foundation, основанный G-Dragon, также принял решение посетить пострадавшие районы, чтобы поддержать пожарных и спасателей, работающих над тушением лесных пожаров. Этот неожиданный акт доброты не только вызвал восторг у его поклонников, но и глубоко тронул местное сообщество. Будучи знаменитостью с огромным влиянием, G-Dragon своим решением поддержать важное дело спровоцировал обсуждение о том, как известные личности могут приносить пользу обществу. Поступок GD подчеркивает, какое позитивное влияние могут оказывать знаменитости, вдохновляя других на добрые дела и помощь тем, кто в ней нуждается. Опять же, прекрасные поступки, что первый, что второй. Молодец. В конце концов, все деньги с собой не унесешь, а тут есть возможность сделать мир хоть немного лучше и помочь тем, у кого сейчас проблемы. Так что молодец, и двигаемся дальше. Далее у нас ARTMS или RTMS или RTMS, в общем, они откладывают выход сингла, давайте подробнее. RTMS отложили выпуск своей новой песни из-за лесных пожаров Южной Кореи. Вот официальное объявление. Здравствуйте, это Madhouse. Мы хотели бы сообщить вам, что выпуск сингла RTMS Burn, который был запланирован на 18:00 28 марта 2025 года, в настоящее время переносится по согласованию с нашими дистрибьюторами. Мы предоставим обновленную информацию фэндому группы, как только будет окончательно определена новая дата релиза. Наши искренние мысли обращены ко всем, кто пострадал от лесных пожаров, и мы просим Оури или Оури о понимании. Спасибо. Это, если что, название фэндома, не до конца уверен, как оно правильно читается. Ну да, логично, что на фоне лесных пожаров выпускать сингл с названием «Гори», «Гореть» не очень логично. Люди могут неправильно понять, поэтому прекрасно понимаю агентство и группу. Ну, девушкам всего хорошего, двигаемся дальше.
И еще одна новость про девушек из группы RTMS. Давайте подробней. RTMS официально продлили контракты со своим агентством. 26 марта Mudhouse объявили, что участницы группы недавно переподписали свои контракты с ними. Примечательно, что это продление было совершено до истечения срока действия их существующих контрактов. Mudhouse заявили: мы поддерживали RTMS посредством прозрачного процесса регулирования, тщательного управления и планирования разнообразного контента и альбомов. Благодаря прочному фундаменту доверия продление контрактов произошло естественным образом. Мы рады продолжить это путешествие с RTMS, мы не пожалеем усилий, чтобы оказать полную поддержку, обеспечить еще большую синергию с группой, а также отплатить ORI фэндому за их любовь. RTMS — это группа, сформированная участницами Луна, Хиджин, Ким Лип, Джин Соль, Чхвери и Хасыль. Они подписали контракт с Mudhouse в 2023 году. Недавно группа начала свой мировой тур 2025 года Lunar Theory. Кроме того, новый сингл Burn, вы уже знаете, он перенесен, потому что пожары лесные. Не до музыки в такие моменты. А так, будем ждать нового материала от девушек и двигаемся дальше. Далее у нас участник Super Junior и ведущий шоу «Всезнающие братья» Ким Хи Чоль, который сказал, что женится, но по моей едва сдерживающейся улыбки вы можете догадаться, что не все так просто. Давайте подробней. На шоу «Хиты 20 века» представляются песни, которые традиционно звучат в караоке в последние минуты перед закрытием. 28 марта в 20:30 в эфир вышел 258 выпуск программы KBS Joy «Хиты 20 века» под названием «Специальный выпуск ко Дню Дурака. Хиты 21 века». В нем покажут хиты артистов, активно выступавших в период с 2001 по 2010 годы. В самом начале выпуска Ким Хи Чоль удивил всех своим заявлением: «Сегодня я должен серьезно поприветствовать всех, я, Ким Хи Чоль, наконец-то женюсь». Однако сразу после этого добавил: «Ребята, это шутка». И рассмешил студию. В этот вечер также прозвучит My Erotic 2008 года от TVXQ. Эта песня стала символом начала эпохи айдола второго поколения благодаря стильной мелодии и запоминающемуся припеву. Как только заиграла композиция, Ли Ми Джу закричала: «Я так люблю эту песню!» и с восхищением вместе с Хи Чолем наблюдала за выступлением. Ким Хи Чоль прокомментировал: «Песня о мужчине, который хочет полностью овладеть женщиной, в которую влюбился с первого взгляда». На это Ли Ми Джу с улыбкой сказала: «Такой успех, словно наложили заклинание», а потом добавила: «Я ведь тогда была влюблена». Ким Хи Чоль также объяснил, что песня была признана вредной для подростков и некоторые строчки пришлось изменить. «Под моей кожей» заменили «под моим небом», а «я овладел тобой» на «я выбрал тебя». Ли Ми Джу, не скрывая эмоций, отреагировала: «Фраза «я владел тобой» звучит куда сильней. Не выбирайте меня, просто овладейте мной», что вызвало смех у всех присутствующих. А в общем, вот такой вот веселый выпуск нас ожидает. Спойлер мы уже словили, не женится Хи Чоль. Кто хотел, у вас еще есть возможности, шансы. Южная Корея, она совсем рядом, можете попытаться, может быть сможете стать той самой. В принципе, в плане шуток я от артиста только такого и ожидал. Так что всего ему хорошего и двигаемся дальше. Следующая новость — это компиляция самых больших достижений группы Stray Kids за 7 лет с момента дебюта. Давайте подробней. 25 марта 2025 года Stray Kids отпраздновали свою 7-ю годовщину со дня дебюта. С днем рождения, пацаны. Ребят с радостью отметили знаменательную дату в соцсетях, поделившись своей радостью с фанатами со всего мира и вспомнив то чудесное путешествие, которое началось для них в марте 2018 года с дебютного альбома I'm Not и заглавного трека District 9. Группа Stray Kids известна своими мощными выступлениями, уникальным концептом и собственным продюсерским юнитом под названием Фрирачи, который состоит из Банчана, Чанбина и Хана, отметил это событие выпуском цифрового сингла Mixtape Dominate 21 марта. В этот релиз вошли корейская версия песни Giant, а также примечательные треки, как Burning Tires в исполнении Чанбина и Аян Труман, Хан и Феликс, Escape Банчан и Хёнджин и Cinema, Линоу и Сэнмин. Реакции на все композиции есть на канале MPTube, милости прошу. Проект быстро взлетел на вершины мировых чартов iTunes и Apple Music, а музыкальные клипы заняли первые места по всему миру по количеству просмотров. Полночь Stray Kids также поделились праздничными снимками в официальных аккаунтах в социальных сетях, выражая тем самым благодарность своему преданному фэндому Stay. Утром 26 марта они начали прямую трансляцию на YouTube, чтобы пообщаться с поклонниками и вспомнить о своем увлекательном творческом путешествии. Stray Kids продолжают удивлять публику и покорять мировую музыкальную сцену. С момента выхода их дебютного альбома и до новейшего Mixtape Dominate они неизменно занимают лидирующие позиции в чартах. Stray Kids стали первыми артистами, которые дебютировали на первом месте в Billboard 200 6 раз подряд, а в Billboard Hot 100 они стали первой мужской группой четвертого поколения кей-поп, попавшей в чарт со своей песней, тут не перевели название на экране, за которой затем последовало Чик-Чик-Бум. За свою карьеру Stray Kids завоевали множество престижных наград, включая MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards, People's Choice Awards и другие. В 2024 году они стали первыми артистами кей-поп жанра, чьи физические продажи альбомов только в одних США превысили 1 миллион. Совокупные же продажи их корейских и японских альбомов превысили 30 миллионов копий. В настоящее время Stray Kids готовятся к возобновлению своего крупнейшего мирового тура Dominate. Следующие их концерты пройдут в Сантьяго 27 и 28 марта. Точнее, уже прошли. В рамках тура запланировано 55 концертов в 34 городах, включая стадионы в Латинской Америке, Северной Америке, Японии и Европе. В общем, пацаны, вообще ребята, еще раз с днем рождения, прекрасная группа. Как я говорил, мне нравится их подход к музыке,
по принципу «сдохни или умри», не поймите превратно, просто что они музыку выпускают очень часто. Я уже там шутил, что, возможно, там даже нет времени лишний раз там зубы почистить или что-то еще. Настолько часто музыка выходит, параллельно еще туры и куча видеоконтента. Поэтому, еще раз, уважение. И двигаемся дальше. Тут у нас еще один день рождения был недавно, Лиса из Blackpink, давайте подробней. 27 марта Розе опубликовала в своем аккаунте в одной из популярных социальных сетей короткое видео, на котором запечатлен момент, когда она, лучезарно улыбаясь, целует Лису в щеку во время поздравления. Пользователи соцсети не преминули отметить в комментариях, как забавно выглядит Лиса, удивленная внезапным приливом нежности со стороны подруги. Далее Розе поделилась милой фотографией с Лисой, подписав ее «Люблю тебя, моя подруга, навечно, Лалиса». Сама Лиса также поделилась в своем аккаунте фотографиями с другими участницами Blackpink, Джису и Дженни, которые также поздравили ее с днем рождения. Ну и стоит напомнить, что в настоящее время Blackpink активно готовится к своему мировому туру, который начнется с концертов 5-6 июля в Корее. Группа встретится с поклонниками в 10 городах и даст 18 концертов, включая остановки в 4 городах Северной Америки, Лос-Анджелес, Чикаго, Торонто, Нью-Йорк, в 4 городах Европы, Париж, Милан, Барселона, Лондон, а также в Токио, Япония. Ну что ж, Лиса, с прошедшим днем рождения. Опять же, милое взаимодействие девушек, ничего такого. И вот мне интересно, будет ли новый материал у группы Blackpink, потому что треков у них вроде бы новых не выходило именно групповых. Сольные работы сейчас вышли, и вот может быть их уже загнали в студию как группу. Кто знает, до июля еще достаточно много времени по меркам шоу-бизнеса. И двигаемся дальше. А далее у нас G-Dragon принимает участие в рекламной кампании и красивые фотографии, давайте подробнее. Ранее G-Dragon был выбран новым лицом Hana Financial Group. О партнерстве было объявлено в январе 2025 года. Galaxy Corporation объявили о партнерстве и объяснили, что Hana Financial Group намерены подчеркнуть модный креативный имидж G-Dragon, который соответствует их видению создания инновационных маркетинговых стратегий. Недавно были опубликованы новые рекламные фотографии с артистом, которые привлекли большое внимание в различных онлайн-сообществах в социальных сетях. Пожалуйста, фотографии на экране. Поклонники и пользователи сети особенно отметили мятные волосы GD, которые идеально дополняют цвет логотипа Hana Financial Group. Многие похвалили компанию за безупречный ребрендинг, органично сочетающий новый имидж с G-Dragon в качестве амбассадора. Корейские пользователи сети пишут комментарии. Его устранение подбородка вернулось, и его внешность просто сумасшедшая. Мне нравятся его мятные волосы. Так мило, что его волосы сочетаются с логотипом. G-Dragon такой очаровательный. О, GD действительно впечатляет, он даже стал моделью для Hana Bank, лол. Я действительно люблю GD, он такой милый. Нравится видеть лицо GD в моем районе, лол. Ну, в общем, все, по-моему, прекрасно. Артист довольный, компания явно тоже. Поэтому все, что можно сказать, поздравляем с коллаборацией. Больше денег, больше возможностей. Двигаемся дальше. А далее у нас Чан Вонён из группы IVE, который в очередной раз предстоит в прекрасных образах. Давайте подробней. Чан Вонён из IVE снова привлекает внимание на этот раз своим потрясающим образом в новой фотосессии для Vogue Korea. 26 марта журнал Vogue Korea представил серию фотографий Чан Вонён для своего предстоящего апрельского номера. Ее безупречная красота, кукольные черты лица и элегантный стиль вызвали восторженные отклики как у поклонников, так и у модных инсайдеров. И вот комментарии людей, пока вы смотрите на картинки. Принцесса всегда будь счастлива! Вау! Ух ты! Хочу увидеть ее в реальной жизни хотя бы раз. Интересно, насколько она красивая. Я не могу сказать ничего, кроме как супер красавица. Ого, такая прелестная. Она напоминает мне Чон Джи Хён в начале 20-х. Как и ожидалось от Вонён. Я никогда не думала, что она похожа на свою старшую сестру, но увидев фотографии черно-белую, понимаю, что она действительно с ней сестра. Она красивая и действительно похожа на свою Они. Она не может быть не принцессой. Вонён лучшая. И опять же, глядя на фотографии, все прекрасно, и как раз недавно на Бусти я комментировал видос «Всезнающие братья», где была группа IZ*ONE, из которой Лей Серафим и IVE вышли частично участницы некоторые. Так вот, Вонён там еще молодая, совсем молодая, совсем ребенок, и вот как люди меняются. Прямо расцвела, и тогда уже была хороша, а тут прям, воу, мое уважение. Ну и, конечно, фотограф тоже знает, что делать. Все прекрасно, двигаемся дальше. А далее у нас iLit, их выбрали моделями бренда, давайте подробней. iLit стали новыми лицами культового бренда ионизированного напитка, известного своим чистым и освежающим имиджем. 26 марта в Elite Lab объявили, что женская группа была выбрана 30-й моделью для Pocari Sweat Dunk A Otsuka, японский бренд, судя по всему. Ранее участница Вон Хи была назначена 29-й моделью бренда. Групповой контракт такого масштаба является редкой честью, поскольку Twice единственная женская группа, которая заключала подобную сделку с Pocari Sweat с 2017 года.
Представитель Pocari Sweat объяснил: iLit — это группа полной яркой и живой энергии, которая идеально соответствует свежему и здоровому имиджу нашего бренда. Мы считаем, что послание бренда, которое поддерживает индивидуальность и молодой дух подростков, уверенно идущих по своему собственному пути, будет хорошо передано с помощью группы. Рекламные ролики Pocari Sweat уже давно считаются воротами к славе. В них принимали участие такие известные личности, как Сон Е Джин, Хан Джи Мин, Пак Шин Хе, Ким Со Хён и Twice. И тем временем iLit недавно отпраздновали 1 год со своего рождения, с чем мы, конечно, поздравляем. Сегодня не выпуск, а дни рождения сплошные. И, опять же, поздравляем с рекламным контрактом, потому что, да, это деньги, влияние и возможность реализовывать творческие задумки. Чего еще нужно артистам, в конце концов. Двигаемся дальше. Концертная новость у нас сегодня всего одна, зато какая. G-Dragon устанавливает дресс-код для посещения мероприятий, давайте подробней. G-Dragon объявил дресс-код на предстоящем концерте мирового тура Ubermensch в Сеуле 28 марта. Необязательный дресс-код G-Dragon привлек внимание как фанатов, так и пользователей сети. 2 дня выступлений в Сеуле предполагают разные цветовые схемы. В первый день, 29 марта, фанаты могут одеться в белый цвет как основной с красным акцентом. Во второй день, 30 марта, предлагается выбрать черный цвет с красным акцентом. Этот дресс-код был введен для того, чтобы расширить участие фанатов и создать визуально целостный опыт, в котором присутствующие почувствуют себя частью концерта, а не просто зрителями. Хотя дресс-код не обязателен. Корейские пользователи сети хвалят концерт G-Dragon за то, что он является уникальным опытом для поклонников. Некоторые комментарии: похоже, сейчас публично объявляют о дресс-коде. Многие артисты сейчас так делают. У меня нет ничего красного. Это звучит так весело. Полагаю, можно хотя бы накрасить губы красной помадой, лол. Я так хочу пойти на его концерт. Можно сделать его лайтстик, маргаритку красной, лол. Звучит очень интересно. Окей, пора идти покупать что-нибудь красное. У меня нет ничего красного, думаю купить красный платок, лол. Что мне выбрать красного цвета? Вау, и многие другие комментарии. Ну, в общем, люди инициативу эту восприняли очень радушно и дружелюбно, потому что, это возможность просто поучаствовать в перформансе вместе с артистом. Почувствовать себя частью чего-то большего. Поэтому, по-моему, очень креативная и интересная идея. Молодец, G-Dragon, и двигаемся дальше. А рубрику с рекордами, победами и достижениями открывают Stray Kids, давайте подробней. Новость переводится на ходу. Stray Kids преодолели отметку в 200 миллионов с очередным музыкальным клипом. 29 марта около 4:15 утра по корейскому времени музыкальное видео Stray Kids на песню 2022 года Case 143 превысило 200 миллионов просмотров на YouTube, став 7-м музыкальным видео группы, достигшим такого результата после God's Menu, Backdoor, Thunderous, Maniac, S-Class и La-La-La-La. Первоначально Stray Kids выпустили музыкальный клип на песню Case 143 7 октября 2022 года в 13:00 по корейскому времени. То есть, чтобы достичь этой отметки, потребовалось примерно 2 года, 5 месяцев и 21 день. Поздравляем Stray Kids, пацаны вообще ребята, фрирачи, отдельный привет и прочих успехов. И еще раз с днем рождения. Двигаемся дальше. А далее у нас J-Hope из BTS объединится с местом, где хранится Мона Лиза. Давайте подробнее. J-Hope из BTS объединился с музеем Лувр в Париже для продвижения своего нового цифрового сингла «Мона Лиза». В видео, опубликованном во вторник на официальных аккаунтах Лувра в социальных сетях, J-Hope представляет Мона Лизу и говорит: «Она – вдохновение». Когда он поет часть трека, сцена переходит к знаменитому шедевру Леонардо да Винчи. Как сообщает Big Hit Music, сотрудничество возникло благодаря самому Лувру. 18 марта официальный аккаунт музея в социальной сети прокомментировал: «Вы имеете в виду нашу Мону Лизу?» в ответ на концептуальные фотографии сингла J-Hope, опубликованные в официальном аккаунте BTS. Это привело к официальному предложению Лувра создать промо-видео. Лувр наряду с Британским музеем и Музеем Ватикана входит в тройку лучших музеев мира и является крупнейшим в мире, привлекая наибольшее количество посетителей. Картина «Мона Лиза», написанная маслом на древесине тополя, была создана Леонардо да Винчи в период с 1503 по 1519 годы и выставлена в Лувре с 1797 года. Цифровой сингл J-Hope «Мона Лиза», выпущенный 21 марта, черпает вдохновение в культовой картине. По словам Big Hit Music, в песне говорится о том, что людей по-настоящему волнует не внешняя красота, а уникальные качества, которыми обладает каждый человек. Ну да, на самом деле внешняя красота очень сильно роляет, к сожалению или к счастью. Сингл завоевал популярность в мировых чартах, возглавив хит-парады iTunes Top Songs более чем 70 регионов, включая Бразилию, Францию и Японию. Сингл также занимал первое место в мировом чарте песен iTunes в течение 4 дней подряд с 21 по 25 марта. Мона Лиза дебютировала на 6-м месте в Official Trending Chart Великобритании, на этой неделе став самой популярной сольной песней участника BTS согласно обновленным данным британского Official Charts в понедельник. В настоящее время J-Hope находится на североамериканском этапе своего тура Hope on the Stage, в рамках которого он выступил в нью-йоркском Беркли Центр 14-15 марта, а затем дал концерты в Чикаго и Мехико. Следующие концерты состоятся в четверг и пятницу в Frostbank Center в Сан-Антонио. Ну что ж, поздравляем артиста с этим достижениями. Тут и Лувр, тут и
Великобритания тут все сразу. Молодец, успехов ему и прочих благ. И по традиции предупреждаю, это не конец выпуска, это вот сейчас защитная на экране полоска, которая защищает мои нервы, и бумажка. В общем, список прекрасных людей, бустеры на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзинки, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Круто, спасибо. Далее Бусти. Без блокировок, тормозов, ограничений, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Это также прекрасный способ поддерживать стабильный, бесперебойный выход всех видео на всех каналах. Помогать им хотя бы отбиваться в ноль, и иногда даже вашему ведущему остается на стаканчик протеина. За что, конечно же, спасибо всем, кто подпишется, и уже тем, кто подписался. Далее, другие каналы, которые я тоже веду в одно лицо. MPTube, реакции, марафоны, комментарии к музыке, там много всего интересного, обязательно подписываемся, смотрим, изучаем. MP Entertainment музыка, вот недавно песня вышла, слушаем обязательно, наслаждаемся, это для вас бесплатно. Я знаю, что все любят халяву, для меня это стоило большого труда. Вложил туда частичку души. Надеюсь, хватит ее еще на следующие песни, спойлер, хватит, следующая уже на подходе. И Telegram, чтобы не теряться. Это не конец выпуска, мы с вами продолжаем, двигаемся дальше. А далее у нас Bombgius TXT, который возглавил чарты iTunes, давайте подробней. Bombgius TXT добился успеха в международных чартах iTunes со своим первым сольным микстейпом. 27 марта, 18:00 по корейскому времени, Bombgius выпустил в цифровом формате свой сольный дебютный микстейп Penny вместе с музыкальным клипом. В течение нескольких часов после релиза трек взлетел на вершину чартов iTunes в разных странах мира. К 9 утра по корейскому времени 28 марта Panic уже занял первое место в чартах iTunes Top Songs по меньшей мере в 11 различных регионах, включая Японию и Россию. Трек также попал в чарты по меньшей мере в 43 различных регионах по всему миру, включая США и Великобританию. Кроме того, всего через 5 часов после релиза Panic уже достиг второго места в чарте реального времени Line Music в Японии. Тем временем клип Bombgius на песню Panic попал в список самых популярных музыкальных видео YouTube Top Trending Music Videos по крайней мере в 8 различных регионах, включая Корею, Японию, Сингапур и Новую Зеландию. Хэштег, связанный с песней, достиг третьего места в списке мировых трендов он же X. Что сказать, поздравляем участника TXT с этим достижением, счастья, здоровья, успехов, реакция на MPTube прилагается. Двигаемся дальше. А далее у нас Дженни из Blackpink, у нее вторая победа с ее композицией, давайте подробней. Дженни из Blackpink получила второй трофей на музыкальном шоу с песней Like Jenny. В эпизоде M Countdown на 27 марта кандидатами на первое место были Like Jenny, Дженни из Blackpink и Know About Me, Mix. В итоге победу одержала Дженни, набрав в сумме 6719 очков, Mix получили 5361. Поздравляем с этим достижением прекрасную девушку и двигаемся дальше. Далее у нас Mix, которые одержали первую победу, и давайте подробней. Mix получили первый трофей на музыкальном шоу с новым заглавным треком Know About Me. В эпизоде шоу Чемпиона 26 марта кандидатами на первое место были Хатлey Серафим, Know About Me Mix, Yellow Treasure, VVV The Boys и Like Jenny, Jenny из Blackpink. В итоге получили трофей Mix. Для группы это 9-я победа в целом. Поздравляем девушек с достижением и двигаемся дальше. А далее у нас индивидуальный рейтинг репутации айдолов. Корейский институт бизнес-исследований торжественно представляет список тут, озвучка здесь, поехали. 30-е Ким Хичоли Супер Джуниор, 29-е Ери из Red Velvet, 28-е Шуга из BTS, 27-е Джой из Red Velvet, 26-е Гаиль из IVE, 25-е Хоши из Seventeen, 24-е Венди из Red Velvet, 23-е Сыльги из Red Velvet, 22-е Айрин из Red Velvet, 21-е Джуйон из The Boys, 20-е Ки Шайни, 19-е Рэй из IVE, 18-я Кандани из 101, 17-я RM из BTS, 16-я Хван Минхён из Newest 101, 15-я Винтер из Aespa, 14-я Лиса из Blackpink, 13-я Ви из BTS, 12-я Джису из Blackpink, 11-я Ан Юджин из IVE, 10-я Джин из BTS, 9-я Джей Хоуп из BTS, 8-й Чонгук из BTS, 7-й Чимин из BTS, 6-й Чайну из Астра, 5-я Карина из Aespa, 4-я Розе из Blackpink, 3-я Дженни из Blackpink, 2-й Чанвонин из IVE и 1-я G-Dragon из Big Bang. Всех поздравляем, счастья, успехов, здоровья, побольше новых релизов и двигаемся дальше. А далее у нас Шуга из BTS, который впервые за 7 месяцев появился на публике. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Шуга из BTS впервые появился на публике после почти 7 месяцев отсутствия в центре внимания, сделав щедрое пожертвование в поддержку усилий по ликвидации последствий сильнейших лесных пожаров в Корее. Big Hit Music 27 марта по корейскому времени сообщили, что Джей Хоуп и Шуга сделали пожертвование в размере 100 миллионов корейских вон на гуманитарную помощь. Пожертвование Джей Хоуп было сделано в фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий Хоуп Бридж, а пожертвование Шуги было сделано в Корейский Красный Крест. Они опубликовали совместное заявление через Big Hit Music. Мы надеемся, что продолжающиеся лесные пожары будут потушены как можно скорее. Мы надеемся, что те, кто потерял свои дома
и таким образом столкнулся с трудностями, и те, кто усердно трудится, чтобы потушить пожары, смогут вскоре вернуться к более мирной повседневной жизни. Мы надеемся, что это пожертвование сможет дать хоть немного утешения и надежды. J-Hope и Suga из BTS. Оба участника BTS ранее уже делали пожертвования на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Suga пожертвовал на борьбу с лесными пожарами 2022 года, а J-Hope на помощь жертвам наводнений 2023 года и на поддержку семей жертв крушения рейса 2216 авиакомпании Jeju Air. Ну что ж, опять же, прекрасные поступки, уважительно, и нечего тут добавить, кроме как молодцы. Двигаемся дальше. Далее у нас рейтинг самых харизматичных участников BTS. Предупреждаю, опрос проводился среди фанатов на одном новостном сайте. И это ничего не значит, у каждого из вас может быть самый любимый харизматичный участник BTS, или даже не BTS, это просто новость для развлечения. Давайте подробнее. Переводится, естественно, на ходу. Участники BTS умеют петь, танцевать и читать рэп, но харизма также является частью их всеобщей привлекательности. Харизма публичной фигуры может быть определена как неопределимая привлекательность или магнетизм, который вызывает преданность и энтузиазм у других. Кто самый харизматичный участник из всех? Люди проголосовали, вот результаты. Еще раз, просто развлекательная новость. 7 место. RM 2% голосов. 6. J-Hope 2% голосов. Suga на 5 месте 2% голосов. Jin 4% голосов на 4 месте. 3 место Чонгук 5% голосов. Чимин 13% голосов на 2 месте. И Ви набрал 73% голосов и занял 1 место. Еще раз, не воспринимайте это буквально. Просто люди проголосовали, у вас может быть любимый участник свой или вообще из другой группы. Не надо начинать опять интернет, эти войны в комментариях. Просто же взял для тех, кто за этой группой сюда пришел, интересную новость. Можете составить свой топ, естественно, без использования оскорблений, которые некоторые потом в комментариях пишут. Я защищала артиста трехэтажным матом, почему мой комментарий не проходит? Наверное, потому что там был трехэтажный мат, надо было 4-этажный делать. В общем, такой рейтинг. Всех поздравляем, двигаемся дальше. Далее Jin из BTS пробует себя в фехтовании, давайте подробнее. Jin из BTS снова продемонстрировал свои исключительные спортивные навыки, впечатлив национального чемпиона по фехтованию О Сан Ука. 25 марта на YouTube-канале BTS вышел 27-й эпизод развлекательного шоу Run Jin, в котором Jin занимался фехтованием с золотым медалистом Парижской Олимпиады 2024 года Гу Бон Гилем и О Сан Уком. Этот эпизод был специально создан, чтобы исполнить пожелания армии, которые жаждали увидеть Джина-фехтовальщика. Примечательно, что О Сан Ук, который ранее общался с Джином в шоу TVN Handsome Guys, появился в качестве приглашенного тренера. Джин сделал яркий выход в фехтовальном снаряжении и быстро освоил технику, заслужив звание вундеркинда фехтования. Ранее он принимал участие в различных спортивных соревнованиях на Run Jin, включая UFC, гимнастику и скалолазание. Несмотря на высокие уровни сложности, он постоянно удивлял всех своей физической силой и спортивной интуицией, доказывая, что он спортивный талант, украденный миром кей-поп. В этом эпизоде о фехтовании Джин снова продемонстрировал свои выдающиеся способности. В свой первый день фехтования под руководством Гу Бон Гиля и О Сан Ука он успешно выполнил сложную задачу – проткнуть яблоко фехтовальной шпагой, что трудно даже для профессионалов. В последующем соревновании по лопанию воздушных шаров Джин одержал победу над О Сан Уком, который похвалил быструю обучаемость айдола, назвав его лучшим среди однодневных стажеров. Ближе к концу видео Джин сразился с фехтовальщиком из начальной школы. Несмотря на неожиданно напряженный матч, айдол с энтузиазмом провел игру, заслужив аплодисменты тренера О Сан Ука, который признал его спортивные инстинкты. Между тем, Run Jin выходит каждый вторник на YouTube и доступен на Weverse. В общем, такое вот краткое описание эпизода. Судя по фотографиям, было там весело и интересно. К сожалению, посмотреть это не представляется возможным для меня, потому что где же мое время-то все? Непонятно. Поэтому рассчитываю на ваши комментарии с описанием того, насколько там было весело в процессе просмотра. Джину, конечно же, всего хорошего. Спорт — это вообще база, это хорошо. Двигаемся дальше. Далее у нас Чонгук из BTS, благотворительность и его невероятная щедрость. Давайте подробней. 28 марта по корейскому времени Ассоциация помощи при бедствиях Hope Bridge Korea объявила, что участник BTS Чонгук пожертвовал, внимание, 1 миллиард вон, это 680 тысяч долларов, на поддержку ликвидации последствий лесных пожаров в регионах Кёнбук и Кённам. Это самая крупная известная сумма пожертвований публичной фигурой с момента начала пожаров ранее на этой неделе. У нас ранее в этом выпуске были Seventeen, но там группа пожертвовала, а тут именно один человек. 500 миллионов вон будут отправлены на оказание экстренной помощи и закупку необходимых товаров для жителей, потерявших свои дома из-за пожаров. Оставшиеся 500 миллионов вон пойдут на повышение осведомленности и улучшение условий работы пожарных, которые ведут борьбу с огнем. Ранее другие участники BTS, J-Hope, Suga и RM пожертвовали по 100 миллионов вон каждый. J-Hope и RM в Ассоциацию помощи при бедствиях Hope Bridge Korea, а Suga в Корейский Красный Крест. Чонгук заявил через Hope Bridge Korea, цитата: «Я надеюсь, что эта небольшая помощь сможет дойти до всех, кто переживает тяжелые и непростые времена. Я надеюсь, что те, кто страдает от лесных пожаров, и все, кто усердно работает над их тушением,
вскоре смогут вернуться к мирной повседневной жизни. Стоит напомнить, что Чонгук довольно часто делает разного рода пожертвования, например, в 2023 году он пожертвовал 1 миллиард вон детской больнице Сеульского национального университета для поддержки лечения детей из малообеспеченных семей и инициатив интегрированного ухода в больницы. Пожертвования на ликвидацию последствий лесных пожаров также сделали и другие знаменитости, среди них Сюзи Пак Бо Йон, Хан Джи Мин и другие. Группа Seventeen, как и Чонгук, пожертвовала 1 миллиард вон, но как раз выше я их упоминал. Там группа, получается, суммарная, а тут один человек. Что можно сказать? Это огромные деньги, даже по меркам Кореи, где цены не самые низкие, и вот человек просто взял и поделился. Это заслуживает исключительного уважения. В конце концов, я уже говорил ранее, что да, с собой ты все деньги не унесешь, но можно же прожить достаточно насыщенную жизнь, но вот артист не пожалел. Тут, конечно, только вот так можно сделать. Хорошей ему службы и скорейшего возвращения домой. Такой у нас сегодня был выпуск. Предупреждаю, может быть сцена после титров, но может и не быть, все зависит от того, появятся ли новости на монтаже. Также хотелось бы сказать, что если вы смотрите в первый раз или на постоянной основе без подписки, пожалуйста, подпишитесь, для вас это один клик, а для канала это большое дело. Давайте продвигать новости в первозданном виде и развивать эту концепцию. Конечно, понятно, что интриги, скандалы, расследования, визги и оры все равно как бы вне конкуренции, но хотелось бы хоть немножко продвинуть в массы более адекватную подачу. Надеюсь на вас. Тем, кто уже подписался, конечно, большое спасибо. Отдельный привет бустерам. Поклон от души душевно в душу. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. А теперь поговорим о том да сём. Во-первых, моя новая песня, да, «Где мое время», пожалуйста. Слушайте, изучайте на любой удобной для вас стриминговой платформе, она есть на всех. Так что, пожалуйста, слушайте, делитесь, можете даже тиктоки делать, шорты, вообще что угодно, я не запрещаю, страйки не кидаю, пожалуйста. Милости прошу. Это для вас бесплатно. Что-то еще хотел сказать, да, 2 стрима, тут уже апрель начался вроде как, по-моему, этот выпуск выходит 1 апреля, если не ошибаюсь, сейчас календарь проверю. Я бы мог какие-то шуточные новости добавить, но что-то не до шуток в последнее время. Но, возможно, что-то вышло сегодня особенное на канале, или традиционный какой-нибудь пранк условный, который каждый год я публикую, и у кого-то разрывает задницу перед тем, как они откроют ссылку. Но, что поделать, такое бывает. Да, по поводу стримов 1 в апреле, 1 в мае, и следующая песня тоже уже почти готова и будет в апреле, вы не поверите, стараюсь идти по принципу весь год по треку в месяц. И сейчас либо сцена после титров, либо ничего, но в любом случае, если вы досмотрели до этого момента, вы супер прекрасные и респектабельные товарищи. И буквально хотела нажать на стоп, а тут появилась парочка новостей, поэтому, редкий случай, сцена после титров в том же ракурсе. У нас тут J-Hope, что-то связанное с интроверсией его, что мне уже кажется странным, но давайте подробней. Новость переводится на ходу. Недавно J-Hope из BTS появился в шоу Чон Джи Хёна Fairy Джи Хён, где он рассказал обо всем, от своих корней, связанных с становлением айдолом, до реакции участников BTS на его сольное выступление. Одна из вещей, которую он обсудил, найдет отклик у настоящих интровертов с типом MBTI и ENFJ. J-Hope больше интроверт, чем экстраверт. Он рассказал, что несмотря на свой добрый характер, он не знает многих людей, однако его доводы могут быть понятны многим людям. Прежде чем выйти, ему нужно морально подготовиться. Цитата. «Мне нужно подготовиться и выйти». J-Hope. Выйдя на улицу, он веселится и наслаждается моментом. Цитата. «Я имею в виду, когда я туда прихожу, мне очень весело. Я хорошо говорю, все такое». Однако, пока он дома и отдыхает, он предпочел бы остаться дома. Но прежде чем выйти, мы говорим, давайте просто отдохнем дома. Ну вот, получается такая небольшая история, если вы в этих MBTI и прочем разбираетесь прекрасно. Я всегда забываю, проходил этот тест специально, чтобы отвечать. У меня там, на этом сайте, там такая строгая женщина с указкой нарисована, руководитель как-то инфтж. И так произошла склейка, чтобы ответить на вопрос, который могут задать, могут не задать. У меня тип личности ENTG. Командиры, смелые люди с хорошим воображением, силой воли, все. А возвращаясь к J-Hope, на интроверта, на мой взгляд, он не то чтобы сильно похож. Хотя, опять же, может быть образ. Очень уж человек улыбчивый, общительный и активный. Но это же все стереотипы. Интроверты, экстраверты, все мы с вами по жизни амбиверты. Стрелочка туда-сюда катается, просто у некоторых там в одной части спектра она чуть больше находится, чем в другой. Тем не менее, вот такая вот интересная информация. Двигаемся дальше. И далее у нас, судя по всему, продолжение того шоу, где недавно был J-Hope. Рассказ о том, как Чимин его дразнил, и давайте подробней. Новость переводится на ходу. J-Hope из BTS стал главным событием вот этого французского концерта, названия на экране.
Однако он не был в этом так уверен. Конечно, армии пришли и доказали свою любовь к Джей Хоупу, даже удивив его своими громкими криками на корейском языке. Он также был горд тем, что на мероприятии присутствовал президент и первая леди. Как всегда, он никогда не допускал мысли о том, чтобы выкладываться на своих выступлениях менее чем на 100%. Поскольку фанаты пришли за ним, он сделает все возможное, чтобы все прошло как можно лучше. Однако его товарищи по BTS сказали по этому поводу свое слово. Чимин был первым, кто связался с Джей Хоупом. Чимин не удержался и подразнил Джей Хоупа по поводу его крутого выступления. «Ты выпендривался, да, Чимин?» Когда Джей Хоуп продемонстрировал свою харизму, появилась фотография, на которой он высунул язык. Джей Хоуп согласился, что он действительно играет свою роль и даже позвонил Чимину, чтобы поговорить об этом. Но просто супер короткая новость, опять же, я думаю, можете посмотреть эпизод этого развлекательного шоу самостоятельно и узнать больше. Но, опять же, я знаю, что много не мало, поэтому лучше даже такие небольшие новости взять. Тут уже скоро июнь, и новостей, возможно, будет так много, что их придется фильтровать. Ну а Джей Хоупу, конечно, всего хорошего. Чимину тоже. Ну а теперь сцена после титров точно закончилась, ну или не совсем точно, но там уже точно будет другой ракурс. Вот такая вот загадка. А у нас тут еще один рейтинг репутации от Корейского института бизнес-исследований, но в этот раз рейтинг репутации звезд. Давайте подробней. 30 место Ле Серафим, 29 Ким Джон Кук, 28 Day6, 27 G Idol, 26 Ли Чон Ху, 25 Чон Хэ Ин, 24 Ким Чон Мин, 23 Лин Чан Вон, 22 Пак Со Джин, 21 Twice, 20 Экса, 19 Ли Чон Дже, 18 Шайни, 17 Ким Хе Су, 16 Пак Джи Хён, 15 Чу Сон Хун, 14 Ли Бён Хон, 13 Спа, 12 Джун Хён Му, 11 Пён Усок, 10 Чайну из Астра, 9 Ким Йон Бин, 8 Сон Хэн Мин, 7 Юджи Сок, 6 Seventeen, 5 Big Bang, 4 Blackpink, 3 Лим Йон Ун, 2 BTS и 1 IVE. Всех поздравляем, всем успехов и двигаемся дальше. А у нас тут лидер группы BTS, RM, он же Ким Намджун, получает награду. Какую и за что? Давайте подробней. Музыкальный клип RM из BTS Lost был удостоен награды на British Airways Awards 2025. 29 марта стало известно, что участник группы BTS RM получил бронзовую награду в категории «Лучший музыкальный видеоклип» на British Airways Awards 2025. Одной из самых престижных премий в британской индустрии рекламы, которая существует уже около 50 лет. Награда вручается за креативность, режиссуру, съемку и производственные технологии. Клип RM за главную песню Lost из его второго сольного альбома Right Place Wrong Person, выпущенного в прошлом году, был отмечен за оригинальную концепцию и визуальные эффекты. Видеоклип рассказывает о пути RM через лабиринт его мыслей, наполненный причудливыми объектами и постоянно меняющимся пространством, что добавляет динамики и визуальной интриги. Режиссером клипа стал француз Обе Перри, известный по сотрудничеству с поп-звездой Гарри Стайлзом. Видеоклип Lost уже получил признание на ряде международных премий. На Berlin Commercial Awards 2024 он был удостоен награды за лучшие съемочные технологии. На фестивале Cyclop Festival клип получил золотые награды за режиссуру и художественное оформление, и бронзовые награды за операторскую работу и цветокоррекцию. Клип также был отмечен на UK Music Video Awards в категории «Лучшее международное видео» и «Лучший дизайн продакшена». Кроме того, 28 марта RM сделал пожертвование в размере 100 миллионов вон организации Hope Bridge National Disaster Relief Association, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров в Южной Корее. В своем заявлении он выразил благодарность всем, кто занимается ликвидацией последствий стихийного бедствия и оказывает помощь людям, потерявшим жилье, и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. На данный момент RM проходит службу в армии, где числится в 15-й пехотной дивизии, ожидается, что он завершит службу и будет демобилизован 10 июня. Поздравляем RM с этими достижениями, плюс очень уважаемый жест с благотворительностью и помощью нуждающимся. Всего хорошего артисту и скорейшего возвращения домой. А теперь сцена после титров заканчивается, или там будет еще третий ракурс, где я уже из кровати буду записывать на телефон. Ну, надеюсь, до третьего ракурса не дойдет.